Всем привет! Проанализируем очередные раздачи с EPT Монте-Карло. Все раздачи, которые будем сегодня разбирать, будут сыграны еще до ETM, до бабла, поэтому на это мы внимание не обращаем. То есть обычная чипьевая игра. У нас рейс ОТГ, 2 блайнда, туз король, король валет пас. Ну, в целом это нормально. Король валет можно выбрасывать. На баттоне кол тоже окей. Ну, большой блайнд, по идее, 9-7. Тут кол, но вообще по-хорошему такую руку нет смысла защищать. Если мы сейчас возьмем Wizard, вот что мы здесь защищаем, то есть 9-7 это такая рука, которая нам, по сути, не приносит никаких плюшек. Она чаще фолдится. Не нужно думать, что если мы калируем третьими, четвертыми, пятыми, у нас что-то типа вот такого мусора, который может собрать комбинацию, то можно на всем подряд залетать. Это в лучшем случае будет ожидание нулевое, причем при условии, что мы хорошо отыграем постфлоп. Ну, если мы понимаем, что оппоненты там фиши какие-нибудь, тогда в целом, да, это можно защищать. Если мы не особо уверены в том, что там фиши, то нет. Если вы играете какой-то дорогой для себя турнир, такое лучше не защищать. Флоп достаточно прикольный, он подошел вообще всем. Туз король здесь ставит, король валет калирует, 9-7, ну, тоже калировать должен, 3500. Ну, совсем маленькая ставка, можно было и побольше поставить, 3,5, все-таки это прям слишком дешево. Все заколили. Ну, здесь туз король чекать должен, вышла максимально странная карта, но, по всей видимости, не в этом случае. Ну, здесь нету ставки на терне, слишком испортилась доска. Если эту раздачу посчитать во флопзиле, в Ghetto Wizard, нельзя здесь ставить, у нас не будет достаточно количества equity против двоих оппонентов, которые нас заколили, и ставить еще одну ставку, тем более, когда вышла карта, закрывшая до хрена здесь разных дроп. Тем более, если человек защищает 9-7 разный на большом блайнде, вполне возможно, что он и валет 7 тоже мог бы защитить разные, ну, либо какие-то мастевые, и попытаться их здесь протащить каким-то образом. Девятка плохая карта, ставить здесь нельзя. Он поставил еще 30%, чуть-чуть меньше даже. Король валет здесь кол, мы в позе, можно колить. 9-7, по всей видимости, выбрасывать должен. Ну да, 9-7 играет пас, то есть в целом нормально. Но вот туз король по такой доске бетить точно тер не должен, это прям не очень было хорошо. То есть мы подставляемся под непонятно что на ривере. Грубо говоря, сейчас нам нужно ставить еще раз. В банке 35 тысяч, тут есть чего добирать, то есть есть короли слабее, есть даже, ну, случайные десятки, которые будут платить, потому что на терне, будь у человека какой-то стрит уже, сет, две пары, он точно против двоих не будет здесь калировать. Надо блокбет ставить на ривере, даже не блокбет, просто доборную ставку, добирать с короля, добирать с десятки. Чекает. Ну, король валет, понятное дело, после такого тоже чекает. Очень тонкий добор, типа валеты, может быть, дамы карманные, учитывая, что он с туз королем поставил, вполне мог и с дамами так сыграть. 9-7, ладно, но туз король вот на терне косякнул, и из-за этого, получается, немножко не добрал. В случае чека можно было на ривере побольше добрать, ну, либо ставить ривер, чтобы не оказываться в непонятной ситуации. Напишите ваше мнение по раздаче, может быть, вы сыграли бы по-другому, либо не согласны, и мы тогда обсудим в комментариях, либо на групповом занятии разберем уже более подробно эту раздачу и обсудим, была ли там все-таки ошибка или нет. Я считаю, что туз король там сыграл не оптимально.